Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 ноября. Давайте узнаем, что скоро случится, что скоро произойдет до конца ноября, что ждет вас, а может быть и вообще в целом, чего нам ждать от этого периода. Мы с вами проживаем в эпоху перемены, это не просто слова, и где-то в ноябре может быть развязка тех или иных вопросов. К нам могут и вернуться некоторые вопросы, кстати, потому что ноябрь и планетарные транзиты, тут вот где-то традиция такая, да, по ноябрям очень часто, поскольку именно в ноябре какой-то дежавю и происходит, а тут, наверное, дважды, мои дорогие, с учетом планетарных транзитов, когда и Уран уже в вашем знаке зодиака, причем в ретро-движении, и он у нас был в ретро-движении год тому назад, ноябрь-декабрь 24 и январь 25. Я не останавливаюсь подробно, вы можете посмотреть и видео на моем канале, потому что это будет более такой существенный период, который именно вот Уран, он в последующем сменит совсем скоро. В конце апреля 26 года ваш знак и перейдет окончательно в Близнецы, но сейчас он последний заход делает для того, чтобы вы что-то из прошлого сделали, ну, как бы или уравновесили, или довели до ума, до какой-то точки. Поэтому тут время меняет правила. И давайте с вами узнаем, в конце концов, так что же ждать или что нас с вами ждет. И достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Потоковая информация, без вопросов. На чем сконцентрируют нас карты? 78 дверей колода. Принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты. Куда-то, может быть, мы и сами не пойдем. Но как события, обстоятельства повлияют на вашу жизнь? А возможно, в каких сферах жизни вам, тельцы, доведется принимать важные решения. Итак, 3 карты, 3 знака судьбы. Что же там случится и чего вам ждать? А может быть и прояснится какой-то вопрос. Или возвращение конкретного человека. И на второй колоде колесо года. Все циклично, да. И все новое, хорошо забытое старое. Вот и давайте узнаем, так что же там случится, как важная веха или важное событие, может быть, ключевое событие, в котором вам как раз и придется принимать важные решения. Что скоро, с 20 и по 30 ноября. Что идет в вашу жизнь, на пороге каких событий вы стоите и каковы неожиданности, мои дорогие тельцы. Третья карта, так а что же прояснится, к какому знаменателю, к чему все идет? И зачем вообще вся эта кутерьма была нужна? По основным сферам жизни чего ждать? В любви, в личной жизни, во взаимоотношениях. Чего ждать в сфере финансов? Особенно для вас, потому что постепенно именно финансы как выходят на первый план. Но это, по крайней мере, по транзитам. И третье – это ваши достижения, чего ждать в сфере работы, каких-то важных встреч, согласований, контрактов, важных бумаг. Итак, давайте будем узнавать, что ж там за первый знак судьбы. Но к неожиданностям надо быть готовым как таковым. Тут, знаете, как придется себя перестраивать. И правда, вспомните, открутите киноленту вашей судьбы назад. Ноябрь, декабрь, может быть, сам конец декабря или где-то с концом ноября это будет связано. Были какие-то предпосылки в конце прошлого года, вот какая-то история, как дежавю может повториться. Но это я чисто так, не по картам, планетарно опять же говорю. Потому что и год назад был ретро-уран в вашем знаке, да и теперь это то же самое. Но это, знаете, как будто нам приходится себя менять мироуклад, миропорядок, наш внутренний, собственный, наша внутренняя какая-то политика, или мы были, организовали себя уже на какое-то одно дело или продолжение, а тут словно, ну вот, все меняется. И действовать тут, скорее всего, придется быстро. Мы можем, ну, где-то и опешить, это может быть для нас неожиданно. Но ведь любая карта имеет несколько значений. И прообраз башни – это всегда тюрьма. Первые карты именно от попадания молнии рушатся, какая-то старая тюрьма или какие-то ограничения, которые предыдущий период нам не давали возможность что-то осуществить. Такое может быть.
И уже к этому как раз предпосылки-то и были. Но, может быть, это где-то элемент неожиданности. С чем это связано? Давайте еще одну карту. Я тут вижу, тут действительно какой-то период ограничений для вас может закончиться, потому что, возможно, вы слышите ту информацию, которая, ну, ни в какие ворота не влазит, да, вот как мы говорим. А тут у нас вообще такой период, когда ни логике, ни здравому смыслу многие вещи не будут поддаваться. Слушайте свою интуицию. Но действовать как будто придется быстро. Вот где-то приготовьтесь, может быть, это даже связано с тем, что вы что-то планировали, да, вот как год даже тому назад. Но вы рассматривали это как вариант, а тут вы примете к решению, что да нет, это единственный вариант, и нужно действовать, как будто пора. Выход из лабиринта у вас намечается, мои дорогие тельцы. Но мы ведь все разные, и поэтому, может быть, вот для кого-то четверка кубков – это всегда застой. Это, знаете, когда мы где-то сами не активничаем, когда у нас не было, может быть, возможности, но, тем не менее, руку на пульсе надо держать, потому что от того, как нас обстоятельства или какие-то новости застают врасплох, один будет действовать, другой будет сидеть и ждать, как оно там пока все разберется. И вот просто сидеть ждать – нет, не выход. Двери открыты. Человек сам. Единственная информация – это ту, которую он получает извне, вот телевизор, буквально трансляция. Но не карта аналитики, не карта того, что готов к чему-то человек. Нет, его, в принципе, все устраивает. Поэтому, хоть вы и натуры деятельны, мои дорогие, но кто-то из вас скажет: да нет, вот я еще подожду. И может упустить время. Вот примите это к сведению, ведь мы с вами смотрим знаки судьбы, потому что тут именно в каком-то вопросе разобраться окончательно можно. А что это за сфера жизни? Ух ты! Да тут у вас какой-то экзамен по судьбе. Карта Иерофант. У кого-то это вопросы, связанные с недвижимостью, с местом пребывания, подписание каких-то важных соглашений, контрактов или важной бумаги. У кого чего касается. У кого-то в банке, у кого-то на работе, у кого-то в личной жизни. Ведь часто даже венчание идет эта карта, правда? Ну или оформление отношений. То есть это карта традиций. И уже когда мы какое-то дело перекладываем на бумаги и скрепляем как будто подписями, печатями, то есть стабилизируем какой-то вопрос. Вот вам явно нужно что-то стабилизировать. И к этому есть предпосылки, есть возможности, но приходят они совершенно не тем путем, который вы ожидали. Вот интересно, давайте вторую карту. Вообще-то фортуна на вашей стороне. И действовать нужно быстро. Как трансформация проходит по аркану башня? Ну, есть иногда подсмыслы по колесу фортуны, потому что меняется парадигма реальности, мои дорогие. Время, видимо, меняет какую-то и обстановку, обстоятельства, и вас подталкивает, ну, буквально шевелиться быстрее или как-то, ну, может быть, как искать информацию. Это тоже своего рода активность, пока мы, может быть, ездим по каким-то инстанциям, что-то узнаем, готовим документы. Ведь это тоже активность, да? Но не ждем, когда нам кто-то принесет, словно на блюде, и скажет: на, возьми. Нет, тут самому именно нужно действовать. Причем действовать в рамках закона, в рамках традиции, где-то учитывать то, что, может быть, вы прописали на бумаге, может вас защищать. Вот даже такой момент, мои дорогие. Но ведь по аркану Верховный Жрец к вам тоже могут обратиться за помощью, потому что это вы можете, как извне, да, обстоятельства приходят. Может быть, это каким-то образом связано с теми людьми, которых вы знаете давно, хорошо. И свидетельство о каком-то человеке, я имею в виду устное, да, ну, может быть, и документальное, кстати, или какая-то новость о человеке. С одной стороны, вам как фору вперед открывает вот какой-то путь. Но как это с этим действовать, еще пока непонятно. Тут что-то для вас будет, вроде бы оно и знакомое. Или вы об этом думали, но формат до конца ноября совершенно новый, где-то неожиданный. Нельзя себе навредить, это точно, потому что, ну и бездействовать одинаково, да, что вот эта карта, такая темная комната, человек, да, дверь открыта, но он как будто, ну, сам
не шевелится, будем говорить. А по семерке мечей тут есть иллюзии, ведь иногда карта обмана, карта воришки, вот так называется. Вам придется что-то, может быть, и просчитывать буквально, надеяться на самих себя и буквально быть очень внимательным к подписанию, может быть, даже тех бумаг, которые банковские. Или когда вы куда-то отправляетесь, находитесь, вот особенно по аркану башня, в месте скопления людей. Ну, буквально берегитесь воровства. Или когда вы работаете, может быть, в интернет, или когда вы заходите на какие-то аккаунты, мои дорогие, пароли собственных аккаунтов надо проверить и понимать, по каким ссылкам вы вообще переходите, потому что тут есть элемент предупреждения в этой карте, это точно. А если вы просто кому-то доверились и ждете, но я не могу сказать, что тут фортуна вам тогда помогает. Нет, тут нужно держать ухо востро, потому что и в две стороны вы как будто не пойдете. А если занять какое-то ожидание, вряд ли тут у вас что-то получится с большими бонусами или плюсами. Безусловно, что-то заканчивается, близится к завершению. Какой-то путь, период жизни – и я надеюсь, все правильно понимают, смерть – это не про смерть, это опять же трансформация. У вас две серьезные карты, мои дорогие тельцы. Ну вот почему-то для тельца такой не совсем простой период. Ну, в принципе-то и планетарные транзиты, они словно вам демонстрируют, может быть, кто чего стоит, если мы говорим о людях. Или стоит ли вообще какое-то дело продолжать, или приходится себя менять. Уран в вашем знаке, да в ретро-движении – и именно пытается наладить новый порядок, новую какую-то структуру, может быть, даже в вашей жизни, которая будет продолжаться долгое время. Но когда вот эта трансформация происходит, это всегда отчасти болезненно. Но и не случайно у вас туз мечей выпадает, то есть в две стороны опять же не пойдем. Выход из этого лабиринта только в одни врата. Еще и договариваться придется. Не все так однозначно. То есть если вот вы избрали какой, вам на что-то надо решиться. И тут и нельзя и самому условно спрятаться, и сидеть, ждать, да, вот как по этой четверке кубков. Но и что кто-то примет решение, да, а мы тоже где-то понадеялись, может быть, какие-то действия предприняли, но не рассчитали траекторию движения, потому что кто-то пообещал. Но тогда тут и сбой в каких-то согласованиях или соглашениях, контрактах, вы знаете, тоже может быть. Вот почему нам говорит Верховный Жрец. Так или иначе, именно бумага какая-то официальная вам может помочь буквально. Может быть, это вы будете, у кого чего касается, мы все разные. Но договариваться, восьмерка жезлов говорит, как будто подбирают ключи, да. И вот подобрать ключи либо к конкретному делу, с чего начать, да, и как это будет продолжаться, или конкретному человеку. Или открыть какие-то двери, когда вам, ну, вы не предполагали, что вам придется этим заниматься. И делать это нужно быстро. Есть колоды, где восьмерка жезлов тоже называется карта трансформации. Может быть, у кого-то одно известие, а у кого-то три. Причем все три скорых. Одна новость, потом какая-то вторая по колесу фортуны. По крайней мере, она выглядит, что нужно на что-то решиться. Или какой-то вопрос решить. А потом еще и третье. А с чем это связано? Нам снова об ожидании, что мы ничего не дождемся. Вот эта девушка пришла когда-то к дверям и была уверена, ну откроют же в конце концов. А вот нет. И девушка состарилась. Да и дверь-то уже плющом заросла. Она никогда не откроется. Вот, может быть, это у вас, мои дорогие тельцы, приходит абсолютное понимание, что куда-то идти не стоит, кого-то ждать не стоит или чего-то ждать не стоит. Король Пентаклей. Отчасти это ваша карта. Иногда по этой карте, вы знаете, тут у вас какая-то финансовая перезагрузка идет. Финансовая история. Откуда к вам приходят деньги. Уран все дробит. Ну так, если мы возьмем просто планетарные транзиты, то для Тельца, для вас, мои дорогие, у вас ведь он окажется Уран
с 26 апреля 26 года во втором доме гороскопа. Это как раз про финансы. И есть такая негласная рекомендация, поскольку Уран, я говорю, дробит. Хорошо, когда либо деньги приходят из нескольких источников, ну, может быть, работа, у кого-то подработка, или храните вы как-то по-разному, да, или это будет иметься в виду какие-то разные карты, или, ну, системы какие-то разные. Вот у кого тут что, понимаете? Но как будто не возлагай все на один корабль. Древние китайцы говорили, не возлагай все на один корабль, иначе он обязательно утонет. Вот что-то подобное все карты вам говорят. Просчитывайте. Какую-то себе подушку безопасности, мои дорогие, вам нужно создавать. И тогда, наверное, у вас как раз все и получается. Потому что по королю Пентаклей дверь открывает сам король, да, и куда? Дверь в сейф, вот. Финансы, правда, это в центре внимания. Может быть, сохранение финансов, мои дорогие. И у кого-то банально не взять того кредита, который не нужен, а потом вы будете обязаны. Поэтому и Аркан Иерофант говорит, будь внимателен к документам, которые ты подписываешь. А может быть, эти документы, которые касаются у кого-то купли, продажи дома или решения каких-то вопросов по недвижимости. Вообще девятка Пентаклей одна из лучших карт в колоде именно на деньги. Поэтому у вас тут что-то в финансовой сфере может меняться. Ну, такие знаки судьбы. Так ладно, что же там случится? Что идет в вашу жизнь? Что идет на ваш порог? Умеренность. Может быть, это вы какое-то дело только начинаете в конце ноября, ну, как продвигать. Или быстрота вот эта, да, может быть, в самом конце января, ну, плюс-минус у кого как. Но есть именно тот вопрос, когда вам нужно приступить к нему, потому что этот вопрос быстро не решится. Вот, кстати, я должна такое сказать. Потому как инициация какая-то данной темы начинается в ноябре, но потом ты, может быть, важные согласования, опять же, документы, какие-то встречи, важные беседы вам придется провести, потому что быстро это не обустроишь. Аркан умеренности, что тут, как знаете, у Бога на все планы свои какие-то. Но Его Величество случай, тут нам много раз об этом сказали, или момент. Вам нужно не упустить, понимать, на что вы соглашаетесь. Что случится? Знаете, для кого-то так. Человек, на которого вы рассчитывали, может повести себя совершенно непредсказуемым образом. Я должна сказать, что в ноябре как раз могут и люди менять, да, вот вы о чем-то договорились, а они поменяют потом свои планы или поменяли мнение, или вообще куда-то исчезли. Вот такое может быть. Вы сами можете, тельцы, тоже поменять свои планы, потому что ну, тут разные, конечно, могут быть причины. Или что-то вас переключит на решение других вопросов. Вот к этому тоже будьте готовы, что случится, да, что идет на ваш порог. Но сказать, что вот кто-то идет на ваш порог, вот я не могу, между прочим. Может быть, это и есть как на уровне договоренности, каких-то бесед, но в конкретной нашей земной жизни это как будто нет. Поэтому, может, нам и говорят, ты тут надейся сам на себя. Время, может быть, и делать выводы, мои дорогие. Может быть, и вам где-то карта говорит, человек одевает словно маску. И ты, телец, тоже одевай маску. Здесь что-то неоднозначно. Себя сохранять нужно. Ну и вопросы дома. Вы знаете, у кого-то могут быть именно вопросы, связанные с жильем или с деньгами. Десятка пентаклей. Снова повторяюсь. Что случится? Вроде что-то становится на паузу. И вы можете даже думать, не то это вообще осуществимо или нет. Буду я этим заниматься или нет. Тут вот есть какой-то такой тонкий переходный момент, когда вы можете начать сомневаться, а что же там за неожиданности? Неожиданности королевы чаши — это может быть как партнер по браку, да, и не обязательно, что мы смотрим, у нас королева выпадает, по полу карту мы не рассматриваем. Или просто кто-то из ваших близких. А что это, с чем связаны эти неожиданности? Поездка. Может быть, это кто-то из ваших близких соберется поехать или наоборот
если человек на расстоянии, к вам кто-то собирается приехать, или вы будете планировать встречу. У кого-то из вас могут быть вопросы, связанные с автомобилем. Редко, конечно, такое, потому что старший аркан. Но иногда старший аркан, может быть, это автомобиль не ваш, будем говорить, потому как, когда старший аркан, это что-то к нам приходит извне. И, может быть, вы вполне вероятно вот что-то услышите с кем-то из ваших людей, которых, ну, буквально, может быть, это ваши родственники или один из родственников, что-то там с автомобилем, и вам придется этим вопросом заниматься. Или складывается из-за автомобиля какая-то ситуация. Я это для примера говорю, да? Мы все совершенно разные. Для кого-то ведь это может быть вообще другая тема. Просто поездка. По этой карте это карта успеха. Успех или как рост вашей популярности. Вот тоже такое может быть. Но здесь есть персональная карта. Может быть, это и взаимодействие с каким-то человеком. У кого что. Но выбор будет очень сложный. Может быть, вот эта фортуна, она и говорит, что вам, мои дорогие тельцы, как жизнь возвращает то, о чем вы мечтали. У нас изображена монахиня и крошка маленькая среди луж, холода, снега, дождя. Явно открыла женщина двери, потому что она услышала плач младенца. И вот что она видит. И автор колоды ведь изобразил именно монахиню. И мы понимаем, что прежде чем человек примет монашеский постриг, к этому, ну, серия каких-то событий. Это не происходит просто так. Это серьезный такой ответственный шаг. И кто знает, может быть, как раз эта женщина, она мечтала всю свою молодость о том, что у нее будет крепкая семья, будет много детей, но жизнь сложилась иначе. Она живет одна. И, может быть, ее это и не радует, но она где-то привыкла. Ее уклад уже устоялся, ей понятна и ее жизнь в дальнейшем. И вдруг высшие силы возвращают ее мечту. И вот что она будет с этим делать? Понятно, что она занесет младенца домой, она не оставит его мерзнуть, но а дальше? Вот что она будет делать дальше? Вот у вас какая-то ситуация, что вы будете делать дальше? Вот как эта монахиня. Либо она оставит этого младенца себе и, пройдя какие-то очень большие сложности, препоны, захочет сама его растить и воспитывать. Или отдаст приемным родителям. То есть первый какой-то шаг или поступок нам уже очевиден, правда? Ну, на улице малыш не останется. А вот дальше именно, какое продолжение следует? Вот такой сложный выбор. С одной стороны, вы об этом мечтали, а впереди карта колесница. С другой стороны, сложный выбор. Буду благодарна вашим комментариям, если вы найдете минутку. Ну, может быть, и в декабре напишите, а с чем это было у кого связано. Неожиданные вообще какие-то карты. Как будто у тельца один раз все перевернулось, а потом еще второй раз перевернулось, а потом еще, может быть, и третий. Вот интересно, у вас на дне колоды солнца. Нулевой аркан. Жизнь как с чистого листа. Что прояснится? Что-то точно прояснится. Почему? А я тут не вижу, чтобы вот, конечно, могу допустить, почему человек сделал какую-то глупость, или эту глупость сделали вы, какую-то ошибку. Я такое могу допустить. Но тут как будто даже не о чем-то прошлом, а тут прояснится, куда вы идете дальше. Вот про дальше именно. Что будет в дальнейшем. И какой-то застой, правда, заканчивается. Может, вы бы тут ничего и не хотели. Вот будьте внимательны. Если мы тут бездействуем, мы отдаем, кстати, свою судьбу на волю случая. Но выбор, правда, придется делать. У кого-то переезд напрямую у нас здесь шестерка мечей. А мы словно вот так сидим и ждем, что нам, как, знаете, принесут и скажут «возьми». Мы вроде как что-то заслужили, но это каким-то образом не срастается. Нельзя медлить, но и договариваться придется. А для вас это как помощь высших сил, как подарок небес, мои дорогие. Будет действительно подарок. Ладно, так можно до конца колоды. Для меня совершенно неожиданный такой расклад, потому что много таких знаков, которые тут действительно неожиданности. Так что же, давайте узнаем еще, прояснится, к чему все идет, зачем все это было нужно, к чему это все идет. Праздник после победы, теплый уютный дом. То есть, вот смотрите, у вас как будто обстоятельства будут, может быть, 3, 4, 10 раз меняться.
Но в конечном итоге, если мы пройдем, вы, мои дорогие тельцы, по тому фарватеру, по событиям как вашей судьбы, где-то и не подзастрянем, где-то и решимся, где-то и найдем нужную информацию. Себя не без этого подстрахуем, то вы в результате получаете и победу, и, главное, праздник. Да, двери закрыты, но все, кто надо, уже в сборе. Это стабилизация какого-то процесса, это вообще уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Это решение еще и как вопросов жилья, так и вопросов, связанных, я должна сказать, и с личной жизнью тоже, да, но еще и с финансами. Все двери закрытые, но вот словно представьте, что это вы можете, кстати, да, что прояснится, правда, какая-то финансовая история проясняется, к чему все идет, это когда в ваших руках вот эти ключи. Вот если вы тут их пока выбираете как направление, снова нам карта выбор, да, то потом под вашим контролем все двери. Кому надо, откроете, не надо, закроете. Вы хозяин положения, понимаете? Вот к чему все идет: стабилизация, уверенность, праздник, но и когда вы все контролируете. Интересно. Ладно, давайте узнаем, чего ждать в личной жизни. Ну, в личной жизни нас тут что-то будет радовать. По рыцарю чаш, хорошее настроение, в принципе, радостные новости, какие-то предложения. Для людей семейных, может быть, это как известие от детей, или если даже все-таки рыцарь – это передвижение. Может быть, вы будете куда-то планировать поездку, или к вам кто-то съезжаются, допустим, да, семьи, чтобы проживать вместе, или наоборот, разъезжаются, дети выросли. Но есть все равно что-то радостное, понимаете? Хотя нам говорят: вдохновись пока моментом, пока не строй каких-то серьезных планов. Работай, вот буквально. Тут и над отношениями надо работать. А может быть, это у кого-то из вас работа на дому. Или для того, чтобы вы решили какую-то финансовую ситуацию, вам придется правильно провзаимодействовать с вашими близкими. Но я точно так же могу предположить, что вы будете кому-то помогать. Тут у каждого по-своему. Но явно взаимодействие может быть. А что ж там сами по себе финансы? Финансы складываются от того, как вы правильно сориентируетесь с какой-то информацией, найдете недостающие словно части в этой информации или ее перепроверите и правильно распорядитесь деньгами. Время важных решений. И никому особо ничего не будете обещать. Как-то себя будете сохранять, финансы тоже. Мы уже с вами говорили, что вот как будто кто-то может наблюдать, да, или одевать маски. Наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. Делайте правильные выводы. Но и учтите, что за вами кто-то тоже может наблюдать. Вы знаете, тут правда, храните тайну. Королева жезлов тем и сильна, она умеет хранить молчание. Но это не значит, что мы словно закопались в каких-то собственных предубеждениях. Тут время прояснять, время расставлять все точки над «и», время задавать вопросы, а не глубокая какая-то философия на мелком месте. Здесь именно что-то прояснять вам надо по финансам. Ну и договариваться придется. Не время, знаете, вот с учетом двух предыдущих карт, что-то отложить на потом и вообще бездействовать. Мы уже с вами говорили, я не повторяюсь. Теперь нам просто карта в этой позиции открывает, что это каким-то образом напрямую будет касаться твоих финансов. На ваши достижения. Ну, это вот ваша карта. Вообще у нас пара выпадает. Может быть, это какой-то союз. Может быть, у кого-то как семейный бизнес или личное дело, которое с подтекстом именно с вашими родственниками, с вашими близкими. Я такое могу допустить, потому что достижения, опять же, перекликаются финансовая тема, и где-то нам здесь работа, на личную жизнь выпадала у кого-то, правда, на дому работа, много работы, может быть, вам и близкие помогают, я такое тоже могу допустить. Но вообще по королеве Пентакли это та, которая умеет сказку сделать былью. Это сильная позиция. Если вы хотите продвигать творчество, вы его продвинете. Вы хотите решить какой-то финансовый вопрос, вы его решите. Вы разобьете, может быть, на мелкие составляющие, но найдете подход даже к каким-то запутанным, сложным темам. Вот знаете, вот так вот размеренно где-то, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Все же карта королевы Пентакли, она говорит о том, что
Это не есть реванш в достижениях, в работе. Это не есть спонтанность, а это продуманные четкие действия. И, мои дорогие, много работы. Работы будет много, как будто, смотрите, достижения. Ну, может быть, это работа как согласование по части жилья, и перемещений будет много, да, вот с учетом вот этого дуплета. Но у кого-то и работы буквально, может быть, как дополнительно вы что-то изучаете, и тоже как вторичный доход. Тут у каждого по-разному. Но именно и деньги вроде как есть и будут, но я не могу сказать, что в эту декаду вы эти деньги тратите. Скорее, может быть, даже какая-то сумма, которая должна, ну, как заначка быть вами оставлена, которой не знает никто. Вам она пригодится, потому что у вас какие-то есть свои планы. И ваши планы, в них никто не будет вникать. Никто не поймет, зачем вам это нужно. Да это и совершенно не обязательно. Главное то, что задумала королева Пентаклей, она должна воплотить в жизнь. И для этого вполне вероятно какой-то финансовый вопрос. Он будет не на последнем месте. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Непростой получился расклад и, откровенно говоря, совершенно неожиданный. Поэтому я всегда рада читать ваши комментарии, а в этом случае буду особенно благодарна за ваши комментарии. И перейдите на мой сайт, почитайте «Коридор возможностей». Там и другие есть статьи. Я оставлю ссылки в описании под видео, и я думаю, подсказок будет больше. Потому что у каждого свои какие-то приоритеты, задачи. Правда, вот переложите на расписание звезд, планетарных транзитов, а это на последующие приблизительно полгода, какие вехи вам предстоит пройти и как это согласуется с вашими планами. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.